упование на Бога. So that teaches us that the closer you and I walk in a relationship with God, the more dependable we will become with other Чем people. больше мы, как друзья, ходим близко к Богу, приближаемся к Богу, тем больше мы укрепимся в уповании на нашего Бога. So dependability is not just showing up when we need to show up in Быть someone's life. надежным человеком не означает, что я только появляюсь тогда, когда я обещал появиться. The bigger question is, what are we showing up with? С чем я появляюсь? Что я приготовил для этой встречи? Это важный вопрос. Jonathan could have met David in the woods, but not strengthened his Они relationship могли with God. встретиться в лесу, но не укрепить в уповании Божьем. And if that had happened, David would not have been ready for the task at Я hand. думаю, что если бы Йонафан не укреплял Давида в его уповании на Бога, Давид бы не справился с трудностями его жизни. So this is a reminder again, as leaders, we need to take care of our relationship with God so we can better care for others. Дорогие лидеры, ухаживайте, заботьтесь о своем отношении с Богом, чтобы можно было укрепить отношения других людей в Боге. So if you'll underline another phrase in the scripture, Подчеркните еще одно утверждение здесь в этих стихах. I shall be next to you. И сказал Йонафан Давиду: я буду возле тебя. So really, Я буду вторым по тебе. Jonathan should have become the new king of Israel after his Йонафан father. являлся принцем, поэтому он должен был стать царем Израиля. That was the rule, that the firstborn son would Это be the было heir to правило the в тот throne. момент, что тому принадлежал трон, кто родился первым. David was not supposed to be the king. Давид не должен был быть по линии царской, But не должен был становиться God царем. had chosen him. Но потому что Бог избрал, он выбрал его. So our last lesson on the law of sacrifice. Поэтому последней вот этой части нашего закона жертвенности, если вы помните, Jonathan sacrificed his heir to the throne and allowed David to take it. Йонафан жертвует своим правом на трон для того, чтобы дать Давиду стать первым. So the second outcome of being a dependable person Второй результат надежности, is supporting others когда ты поддерживаешь других, in their call and responsibility on their поддерживаешь life. других в становлении или в их призвании. We're going to study now the steps to dependability. Шаги к тому, как мы становимся надежными. But I wanted us to make sure we understand the biblical outcome of being a dependable leader. Вот библейские результаты того человека, того влияния, того человека, который является надежным. So we strengthen others' relationship with God. Что этот человек делает, он укрепляет упование людей на Бога. И второе, они поддерживают других людей в их деле. So let's take a look at the steps to dependability. Вот шаги к надежности. I think one of the challenges for us as a leader is the first statement here. We've got to help each member on our team be dependable. Мы хотим помочь каждому члену нашей команды стать надежным человеком. So that means we have an important role. И это наша роль очень важна. To shepherd and tend to each and every person that God has put on Наша our роль team. очень важна для того, чтобы наставлять людей в становлении того человека, который хочет видеть в них Бога. So the question is, Поэтому how вопрос, does each person become a truly dependable person? как каждый человек может стать таким надежным человеком? As we see in our bullet points here, first we need to understand the highest compliment we could ever receive from others is that they can count on us. Первое, поймите, что самый важный комплимент, который можем получить от кого-то, это что на нас могут рассчитывать. There's a little test coming in the material that will help us understand how dependable we actually are. У нас также мы пройдем один тест на надежность, и мы сможем дать себе какую-то оценку. One of the things, maybe the most important thing that I want others to be able to say of me is that I'm dependable. То, что я сам больше всего хочу, чтобы люди сказали обо мне, что я человек, на которого можно понадеяться. The moment we are not dependable for others, they will question us the rest of our relationship. Если на нас нельзя понадеяться, тогда люди будут ставить под сомнение все, что мы делаем в нашей жизни. So how do we become dependable? The second bullet point, we develop a solid Christ-like character. Второй совет: развивайте целостный характер, подобный характеру So Христа. the material is raising a question: is Jesus dependable? Является ли Христос тем, на которого можно положиться?
Yes, he is. Да, конечно. So to be Christ-like is to be dependable like Christ. Быть похожим на Христа означает быть надежным, как Христос. The third bullet point, we need to improve our skills in our area of responsibility. Совершенствуйте свои навыки в сфере ответственности. So to be a dependable person and to keep being a dependable person, Человек, на которого можно положиться и всегда можно положиться, we have got to keep learning as leaders. постоянно нужно расти и учиться как лидеру. Do you remember the section we just covered on destination thinking? Мы говорили о том, что есть у людей болезнь пункта назначения. We never arrive as a leader. We have to keep Лидер learning. никогда не достигнет полного своего совершенства. Нужно постоянно стремиться к росту. We have a responsibility as leaders to keep on keeping on. Нам нужно постоянно двигаться вперед и быть этому посвящены. Because what you know about leadership today may not be sufficient for what God is going to ask you to lead То, later. кем ты стал сегодня, то, что ты знаешь сегодня, возможно, недостаточно для того, что Бог хочет сделать через тебя позже в твоей жизни. So once again, thank you so much for being here. Благодарю от всего сердца за то, что вы пришли сюда сегодня. You are already demonstrating right now that you want to improve your skills as Тем, что вы leaders. пришли, вы хотите, показываете, что вы хотите расти в своих навыках руководства. Another step listed is to highly value your teammates by praying for them Высоко цените своих товарищей по команде, молитесь за них. and adding value to them wherever it's possible. И прибавляйте всегда ценности и эффективности, когда это возможно. Every conversation that I have with someone, Каждый раз, когда я с кем-то общаюсь, I am listening to what they're saying and what they're telling me, я всегда стараюсь понять, что они хотят сказать мне. and I'm always thinking in the back of my head, Я how can всегда I об этом add value думаю. to their А life? думаю о чем? Как я могу прибавить ценности и эффективности этому человеку? I always have a coaching mindset, Хочу иметь вот это мышление наставника. right? And that was part of this process as we are discipling people. В we're процессе coaching them. нашего ученичества, когда мы обучаем людей. And remember, that's just simply telling others or teaching others what we know about leadership. Когда мы обучаем, мы передаем людям все то, что мы знаем о руководстве. And so the best value we can add to others' lives То, что мы можем сделать для других, и как мы можем прибавить ценности, is to teach them what God has taught us. передавайте людям то, чему вас научил Господь. So when we say, I love you, Когда я говорю «я люблю тебя», we're saying, I'm willing to invest in you, I'm willing to add value я to your готов life. вкладывать в тебя, я хочу прибавить ценности твоей жизни. And then the next bullet point, we always focus on the success of the team. Значит, вы всегда уделяете больше внимания успеху команды. So while we might honor an individual person, really that's to build the whole team. Когда мы, помните, мы говорили, когда мы почитаем или хвалим одного члена команды, это мы делаем ради всей команды. Have you ever been on a team where it's obvious that the leader has a favorite on the team? Были ли у вас случаи, когда вы находились в команде, и вы чувствовали, что у лидера были любимчики? And when you do a project or an event together, it's always that И person когда у that вас gets the есть recognition. проект какой-то или какое-то мероприятие, он выставляет именно того человека перед всеми. What does that do to the mentality of the rest Что of the team? происходит с атмосферой в команде? Yeah, it makes them not want to contribute as Они much. больше не хотят чем-то содействовать в этом деле. Because oftentimes they might contribute something great, Потому что иногда бывает так, что член команды, он помогает, but the leader gives credit to the person No, that didn't even do it. но лидер всегда выворачивает так и хвалит именно одного человека в команде. So as leaders, we need to add value to all of the team, not just our favorites. Цените и хвалите всю команду, не только своих любимчиков. That Я goes надеюсь, back to лидеры- our momentum lesson. Поэтому это тот момент, это урок именно импульсом. In order to gain momentum for the entire И team, для того, чтобы команда не потеряла импульс, момент, волну, we've got to focus on the contributions нам of нужно признать, every dependable что player. содействуют этому благу все участники этого дела. And then the last bullet point, we need to earn respect,
not последнее, demanding. заслуживаете уважения, а не пытаетесь его требовать. If you've studied John Maxwell's 5 levels of leadership, Мы проходили как-то на этих уроках 5 уровней лидерства, the руководства. very first level is based on authority and position. Первый уровень лидерства – это когда лидер опирается только на власть и свою позицию. That's called positional leadership that says, I demand that you respect me. Это когда человек на первом уровне опирается только на то, на свое право к уважению. But that's not a great way to lead. Но там удержаться лидеру долго не получится и нехорошо. In fact, that doesn't prove that I'm dependable or not. It proves I've got a title. Когда человек опирается чересчур часто на свой титул, это говорит, что он не может, на него нельзя понадеяться. John Maxwell's 5th level of leadership is called relationship level. Но 5-й уровень, самый высший уровень руководства – это отношения. It's at the relational level that we earn respect from those that we Это lead. когда мы заслужили всем тем, что мы делаем, уважение от людей. So those are the summary steps to dependability. Вот эти пару шагов, пару наставлений к тому, как мы становимся надежными. As I mentioned, there's a dependability test in your notebook. Давайте мы пройдем быстренько этот тест на надежность. We will not do this now because you need some time to sit with the Lord and think through these questions. Да, мы не сделаем это прямо сейчас, извините, потому что нужно для этого немножко времени, чтобы помолиться и поразмыслить. But this is a great set of questions that you could look at several times during the year. Может быть, стоит пересматривать это пару раз в году, каким я являюсь надежным. Maybe set a reminder on your phone once a quarter to go back and look at these questions. Может быть, на телефоне себе поставите напоминание, чтобы вернуться к этой странице и еще раз проделать этот тест. So let's take a look at things we need to consider in order to build genuine teamwork around dependability. Давайте мы рассмотрим сейчас несколько практических шагов, которые помогут лидеру поддержать именно вот этот уровень надежности в команде. Simply said, how do we build a team where each team member can depend on one another? Как мы можем построить команду, где каждый может друг на друга понадеяться? There are 10 of these. Number 1, Первый совет. we keep the vision. Можете заполнить туда отсутствующее слово. Сохраняйте видение известным для команды. What I did in my notebook is I circled the word keep. Поддерживайте или сохраняйте видение. You see, vision comes from God. Видение – это подарок от Бога. And we as leaders are to keep that vision. We're to steward that vision. И мы, как лидеры, хотим идти в направлении или держать направление этого видения. So the first thing that we need to do for our team to be dependable Первое, что мы можем сделать для того, чтобы мы стали вот такими членами команды, на которых можно понадеяться, is to teach them and lead them what they are being dependable for, the vision. Да, всегда напоминайте людям видение, ради чего они пришли в вашу команду. I want people to follow me as a leader, Я хочу, чтобы люди следовали за мной как лидер, but I want them to connect to the vision. но я хочу, чтобы их связь была не только со мной, а с видением. I want them to be able to depend on me as a leader, Я хочу, чтобы они могли на меня понадеяться как лидер, but I want them to depend in a greater way on the vision но that я God has хотел бы given. очень сильно, чтобы они больше опирались на наше общее видение. Why? Because a godly vision should outlast a leader. Почему? Потому что Богом данное видение, оно может пережить жизнь I would лидера. refer you to Moses and Joshua again. Помните, Моисей и Иисус Навин? The vision was given to Abraham. There is a Бог promised дал land. видение Аврааму, что Бог даст им обетованную землю. Moses freed the children of Israel from slavery and were to lead them Моисей to перенял the это promised видение, land. освободил Божий народ из египетского рабства, чтобы вернуть народ Божий в обетованную землю. That's the vision. Видите, это видение насчет The поколений. people of Israel depended on Moses for 40 years in the Они desert. зависели от Моисея, чтобы на протяжении 40 лет Моисей вернул к этому видению. But the vision outlasted Moses. Но даже это же видение пережило Моисея. And God raised up Joshua to carry out the И vision. Бог призвал Иисуса Навина, чтобы он что? Дальше продолжил исполнение этого видения. Right? And then after Joshua, kings were raised up. После Иисуса Навина мы видим судьи и цари.
And so the vision outlasts the leader, but we need to keep the vision in front of Постоянно us. сохраняйте видение, но видение должно пережить лидера. Number two, we need to pray for our people. Второе, молитесь друг за друга. I think sometimes as leaders we might say, oh, I know I need to pray for my people. Иногда мы говорим, о, да, я знаю, что мне нужно молиться за свою команду. But the question is, do we and how often? Но вопрос, как часто мы молимся за своих помощников? How well do we know our people? Как хорошо мы их знаем? How effectively can we pray for Как мы them? эффективно можем молиться за них, зная их нужды? We need to pray that our team members will be dependable. Молитесь за то, чтобы можно было понадеяться на свою команду. Number three, we need to communicate honestly and often. Общайтесь честно и часто. This is an ongoing process of open communication Это with процесс every постоянный, team а member, именно постоянный процесс общения с каждым членом команды. right? This isn't always just telling people what they do wrong, Это не когда мы общаемся, когда мы говорим людям, что они не так сделали. right? We have already talked about celebrating one Но another, также и тогда, когда мы празднуем успехи друг друга. but there are times where we need to coach and instruct our team Но members. бывает и момент, когда нам нужно дать какое-то подправление, инструктаж нашей команде. And that's a well-seasoned word, a well-timed word in their lives. Но это нужно иметь правильное время, чтобы это слово было принято хорошо. Again, it's this idea of coaching И people. это и есть та мысль, именно что мы становимся для людей на кем? Тренером, So I'll give you an example of this. наставником. When I have a staff meeting with my team, Когда у нас есть встречи нашей команды в церкви, as a leader, как лидер в той роли, в которой я нахожусь, I watch how they sit at the table. я смотрю даже на язык тела, как они сидят за столом. On a scale of 1 to 10, how present are they? Я смотрю, насколько этот человек присутствует там или отвлечен. Based on what they're saying, how prepared did you come to this Когда я meeting? слушаю, что они говорят за столом, за нашим круглым столом, я вижу, насколько они пришли подготовленными. I'm watching to see if they are on their phone or Я not. смотрю также, or on если their они computer. находятся на своих телефонах или за своим ноутбуком что-то другое смотрят. I'm watching to see if they are listening and interacting with Я team смотрю, members. насколько они слышат и входят, да, интерактивно ли они выслушивают других. I go even deeper with that. I listen to see if they are listening to the team members. Даже еще глубже иду, я смотрю, выслушивает ли этот человек мнение или высказывание другого члена Yeah, команды. you know those moments when a person interrupts the other person, Помните момент, когда человек говорит, и кто-то его подрезает? but that person hasn't finished А тот expressing человек their еще не thoughts? успел до конца высказать свою мысль. So I watch for all of these things. Я стараюсь все это наблюдать. And for example, if someone interrupts a leader when they haven't finished their thought, they actually haven't listened to them. И когда я замечаю, что этот человек постоянно прерывает других, это говорит о том, что он их до конца не выслушивает. And you might say, Scott, that's getting pretty picky. Я не подхожу и говорю, Скотт, послушай, чересчур уже неприятно, когда меня But подрезают. it's really not, because that's affecting our whole team. И я не должен просто закрывать глаза. Почему? Потому что это влияет на всю нашу команду. And it affects how we work with each other outside of Оно that room. влияет на то, как мы будем работать вне этих встреч. And so this idea of communicating honestly and often, Поэтому общайтесь с людьми честно и часто. what I will do with that person after the meeting is over Когда я заканчиваю, к примеру, нашу встречу, я подхожу к этому человеку, is I'll find a moment in private я нахожу момент, где один на один, and just very calmly and lovingly, с любовью, красиво. I'll say, hey, do you remember when so-and-so was sharing that thought and Ты you помнишь, interrupted когда them? человек только начал рассказывать, передавать свою мысль, ты подрезал? I'll say, next time we're in a meeting, let them finish their Давай thought. вот на следующей встрече дай им возможность досказать свое мнение. Why? Number one, because that's courteous. Почему? Потому что это приятно, это красиво. Number two, it demonstrates that you care what they're И saying. это показывает, что тебе не безразлично, что они Number говорят. three, it's showing them that you believe they can И add третье, value to это this что ты team. веришь, что то, что они говорят, может прибавить тебе ценность. And finally, number four, how can you answer their question if you haven't heard their А как ты thought? можешь ответить на их вопрос, если даже до конца ты не выслушал их мысль?
So I'll just say, can you demonstrate that kind of care Можешь проявить вот именно такую заботу, next time you come into вот this meeting? такое уважение, когда мы будем встретимся в Right? следующий And раз. it's not harsh. Видите, я не прихожу и It's забиваю just гвозди. simply open and honest communication. Я просто говорю это честно, я говорю это красиво и часто. And if it's not fixed by the next meeting, that's okay. Если в следующий раз человек забыл и все равно подрезал, That just gives me another coaching и это opportunity. дает мне возможность еще раз с этим человеком встретиться. Hey, do you remember last Эй, meeting? помнишь, ты в прошлый раз, на прошлой неделе я тебе говорил? And so you've heard the phrase Rome wasn't built in a day, right? Да, мы знаем, да, мы говорим о том, что Рим не строился за один день. So as Помните это leaders, выражение? we need to be patient in our Нам нужно communication. иметь терпение, общаясь с людьми. Right? Now, you might have grown up with a mom or dad, when they said it once, that's all Может it быть, вы took. выросли в семье, где папа сказал раз, и ты должен был услышать два And раза. maybe Он, you've да? adopted that kind of thinking that I Если у вас said есть it такое once, мышление в therefore. доме, где раз сказал, я больше не повторяю, не возвращаюсь к этому. But everybody's not like that. Но не все так выросли в таких домах. And if you think about that, God doesn't treat us that way either. Я скажу вам, если мы выросли в таких домах, Бог не так относится к нам. There are many times God has said, Scott, that's my heart, don't do that. И Бог не раз мне говорил, знаешь что, Скотт, у меня немножко другое отношение к людям, не как ты. Ну, раз сказал и все. And then I end up doing it again. И я вновь повторяю эту же ошибку. And He speaks to me И Бог again. опять мне говорит, I do it again. и я опять He повторяю эту же speaks to ошибку. me again. И опять я делал, да, Он опять мне говорит. And so being Christ-like, Быть как Христос. sticking with people Да, держитесь, помогайте людям. long enough for them to become that Терпите dependable людей, person. пока если они не увидите в них что? Изменения. And number 4, we need to celebrate with each other, always sharing credit for the victory. Следующее. Празднуйте друг с другом, всегда разделяя заслуги за каждую победу. We've talked a lot about this already, so I Мы won't уже spend говорили a о lot том, of time мы here. много говорили насчет того, как делиться радостью, праздновать победы. But when we think about dependability, think about Но it когда this way. человек надежный, подумайте просто о надежности. This is the idea of being a cheerleader for your teammates. Когда мы говорим о том, что ты являешься тем, который празднуешь достижение каждого, группа поддержки. Especially if someone on your team needs encouragement. И бывают люди, которые особенно нуждаются в нашем ободрении. This goes back to the importance of building И relationships. вот это именно важность этой темы, построение отношений в команде. As Tim mentioned yesterday, he's a person that needs encouragement. Брат Тим, он сказал, что ему нужно всегда, чтобы кто-то My его ободрял. wife loves encouragement. Моя жена, ей нравятся слова ободрения. My wife would love if I said, "Great job, waking Моей up жене today." так нравится, когда я говорю, молодец, у тебя так хорошо получилось. She loves encouragement. Она так это любит. But you That's her know, love language, probably. yeah, it is. And so she is a very good encourager for me. Да, это ее язык любви. Yeah, but I'm not a person that needs a lot of that. Но мне не нужно много, чтобы меня However, хвалили. we all have team members that they need us to celebrate them. Но многие люди в наших командах, им нужно вот это слово ободрения. And the more we celebrate them, Празднуйте the с more ними. dependable they become. Празднуйте их результаты, и больше вы сможете на них понадеяться. Yeah, beautiful. Number 5. Пятое. Provide your team resources for personal and professional growth. Обеспечьте свою команду ресурсами для личного и профессионального роста. So a minute ago I said circle the word keep. Here I circled the word provide. Я подчеркнул здесь слово «предоставьте», «обеспечьте». That's our role Это as пятый. leaders, Пятый пункт – это роль лидера предоставить ресурсы. is to provide. Think about Jesus. He is our leader. What does he do? Что He делает Иисус как provides лидер? Лидер every предоставляет ресурсы. single thing we Иисус need. каждый раз нам что-то get done предоставляет, what He чтобы asks us мы to смогли делать то, к чему Он нас призвал. So we need to provide resources. Предоставляйте команде ресурсы Now get this, both for personal для личного and professional и для growth. профессионального роста. A lot of times we think about the professional Часто side мы of бывает, что мы things, думаем только о профессиональной части работы, but we also, as Christ-following leaders, но как лидер, который следует за Христом, we need to provide resources for the personal growth нам нужно предоставлять ресурсы людям of для the people that личного God роста has put around our тоже. lives. So we have a dual role. Особенно в людях, которых Бог призвал нас и окружил нами, нас ими. Let's be honest, that is a full-time job. И я думаю, что это, да, отбирает все время лидера. But that's what God asks us to do. Но Бог призвал нас это делать.
Number 6, we need There's a to... question, if you don't Oh, mind. yeah, please. Хорошо, пойдем к шестому вопросу. Игорь. Приведите пример из вашей практики, какие ресурсы вы предоставляете. Tell the people, if possible, out of your own experience, what are some of the resources you provide for personal and professional growth? Oh, yeah. Absolutely. So let's do professional and... Давайте я начну с профессионального, потом личного. So part of their professional growth is we provide finances for them to buy books. К примеру, это финансы, которые мы Or вкладываем go to a в conference like this. прийти на конференцию, вот как на эту конференцию, либо покупаем книги. So we actually have some budget money set aside for each employee. У нас есть деньги в бюджете, которые поставлены именно для каждого члена команды, чтобы они могли развиваться лично. Like Oleg has done here, we might bring people in to teach our staff from time to time. А вот так как мы делаем здесь, присутствует и наша команда здесь на этом тренинге, так мы это делаем тоже. Мы едем куда-то или приглашаем кого-то. So things like that. On the personal side, Как мы помогаем лично человеку развиваться? one example I can give you is one of my staff members was dealing with depression. Один из членов моей команды, он впал в депрессию. And so I began to meet with him. Я лично встречался с этим человеком, чтобы помочь. And then provided resources for him on the personal side. На личном уровне я предоставлял ресурсы этому человеку. To take some time off. You mentioned paid the time off. Yeah. Да, мы оплачивали этого человека, мы продолжили оплачивать зарплату, даже когда человек просто нуждался в личном времени, меньше работы. Мы раздали немножко ответственности этого человека. And then also to get some counseling. И, конечно, оплачивали душепопечительство, I консультации. did not know at the time that he was actually suicidal. Я даже и не знал, что у этого человека были тенденции суицида. Yeah. So under my watch in leadership, под моей ответственностью, в моем руководстве, this was a new staff member. это был новый человек, который пришел нам в команду, но мы не знали, что у этого человека были суицидальные тенденции. And in the interview process, none of that history or В процессе нашего интервью ничего из этого не было сказано. yeah, I wasn't aware of it. Я не знал, что у этого человека есть такие тенденции. And I can understand that. What person's going to say, hey, I want a job with you. By the way, I'm Конечно, depressed. никто не приходит на интервью, говоря, знаете, что, пастырь, у меня есть тенденции к суициду. But that's what I got. Возьмите Right? меня в служение. Yeah. But so quickly, I had to act on a personal Но level. когда я раскрыл это, мне пришлось на личном уровне вовлечься с этим человеком. And now his testimony is God has restored him. Вы знаете, какое свидетельство этого человека сегодня? Бог восстановил этого человека. And he will openly talk about his testimony of И он depression. открыто рассказывает, как Бог ему помог перебороть эту тенденцию. So oftentimes, especially in the business world, the business owner may not ever even know that about the person. В бизнесе, к примеру, часто бывают хозяева бизнеса даже и не знают о тенденциях тех или иных людей. Они не сильно заинтересованы. Or if they do find out, they might say, why don't you go fix that? В And you better not бизнесе let it чаще impact всего your job. происходит что? Человек говорит, послушай, пойди сначала реши свою проблему, а потом придешь сюда и будешь работать на меня. But I reached a point with this young man where he said, I don't care about your job, I care about you. И, конечно же, я дошел до такого уровня, где я сказал этому человеку, знаешь, что больше я заинтересован в тебе, чем в твоей работе, или в том, что ты можешь предоставить церкви. Yeah, thank you for that question. Спасибо за вопрос. Okay. Which one were we on? 6. Number 6. All right, we need to position each player where they can play to their strengths. 6. Ставьте каждого игрока на позицию, где они могут играть в своих сильных сторонах. So I circled in my notebook, position each player. Ставьте каждого игрока на позицию, где он может играть своей сильной стороной. Right? It is our role and responsibility Да, слово сильное, да, сильной стороной. as leaders, not anyone else's,
Я хочу помочь людям, чтобы они опирались на свои сильные стороны. To know and understand how each person adds value to our И team. помогаем людям раскрыть свои сильные стороны, и как эта сильная сторона помогает членам And команды. then we get the privilege and the responsibility of positioning them for success. Когда я раскрываю, помогаю команде раскрыть свои сильные стороны, я их позиционирую в той части служения, где позволит это им достичь успеха. We have two questions we've got to answer about every team member. Насчет каждого члена команды у меня есть два вопроса, на которые я стараюсь всегда дать ответ. Number one, should they be on my bus? Первое. Должны ли они иметь место в моем автобусе? Number two, what seat автобусе should they моего be служения. seated in? И второе, очень важно, это поставить человека, чтобы он находился на своем правильном месте в этом автобусе. No one else can answer that question but the leader. Только лидер может ответить на этот вопрос. Why? Because God's given you the vision, the Бог destination. дал вам направление движения этого автобуса с точки А в точку Б. And so, hello, team members. This bus is going to И когда that вы набираете destination. людей, вы говорите: эй, люди добрые, этот автобус едет вот в это направление. It's like catching a metro bus on the street. Is it going to the right? Когда вы стоите и говорите: Destination. остановитесь, сначала вы что, хотите убедиться, что он едет в правильное направление. If it's not, you need to get off the bus. Но если нет, нужно вовремя вылазить с этого автобуса. So we've got to answer that question. Are you on the right bus? Первый вопрос. Нахожусь ли я в правильном автобусе? Второе. And then, what seat are you Какое supposed to мое be in? место в этом автобусе? Нахожусь ли я на правильном месте, в правильном служении? Now, this isn't a part of this lesson, but let me teach this. Я не являюсь этой частью этого урока, но вы можете записать там где-то у себя в тетради. As the organization grows, Чем больше растет то или иное служение, as или your церковь, team increases in организация, number, чем больше растет ваша команда, someone could be on the bus, but not in the right seat on the bus. есть люди, которые находятся у вас в автобусе, но они не находятся на правильном месте в автобусе. So we need to constantly evaluate and reevaluate the strengths of our team members. Всегда пересматривайте сильные стороны своей команды и задайте себе вопрос, находится ли этот человек на подходящем месте. So that we can move team members around when we need to. Чтобы можно было переставлять членов команды с одного места на другое, на подходящее место. At my last church, we had 120 paid staff members. До того, как я перешел в эту новую церковь, я руководил другой церковью. У нас было только 120 человек в команде. Every year, we at least ask one to leave the bus, И каждый год мы задавали себе вопрос, кто тот человек, который не находится на своем месте в правильном автобусе. and Подходящем автобусе. every year we moved 10% of our employees to a new seat on the bus. И также 10% наших работников мы переставляли каждый год на другое место в So автобусе. we've got to keep evaluating our people. Постоянно пересматриваем, постоянно даем оценку. Okay? Number 7, we measure Седьмое. progress Измеряйте прогресс to see if we were moving towards the goal в that God's достижении invited us цели to. и внесите коррективы. I circled in my Измените, notes. да, измерьте Measure. прогресс, измеряйте прогресс Yeah. в достижении цели и внесите корректировки. Peter Drucker, who is one of the most famous leadership Есть writers, один очень известный автор, Питер Дракер. said, if we don't measure it, we can't manage it. Если мы не измеряем, мы не можем внести корректировки. Do you remember in the second session, we talked about busyness does not mean we're being effective. Во втором уроке мы говорили, что занятый человек не означает, что он эффективный Right? We've человек. got to set priorities that lead Нужно to поставить goals, правильно приоритеты, that ставить перед lead to собой milestones, правильные задачи, that lead to next level goals. чтобы можно было перейти к следующему уровню задач. And so, if we're working for 5 years or 8 years and we look back and we're still in the same place, Если мы работаем на протяжении 5-8 лет, и мы видим, что мы никуда не двинулись, one of the first questions we need to ask is, are we measuring what progress should look like? тогда вопрос, если мы никуда не двигаемся, может быть, мы неправильные вещи измеряем, Now, не оцениваем правильно наш прогресс. sometimes in the work that we're called to do, А в служении, в церковном служении,
чаще всего бывает вот что. It's a little more challenging to measure progress. Иногда тяжелее измерить прогресс. But that doesn't mean that we don't set goals and aspire to reach those goals. Но это не означает, что мы не ставим перед собой цели и не стремимся к их достижению. So I would encourage you today, if you're not currently measuring some type of progress, Если на этот момент мы не измеряем как-то свой прогресс в церкви, figure out how to have some measurement goals. поставьте перед собой те или иные задачи, цели, как измерить мой прогресс. This doesn't have to be very difficult. Оно не должно быть настолько сложным это сделать. For example, one of my measurement goals К примеру, как я измеряю прогресс в нашей церкви? is I want to have 100 coffee meetings with new people every year. К примеру, каждый год я ставлю перед собой задачу, чтобы выпить 100 чашек кофе с новыми людьми в церкви. Другими словами, 100 новых человек. That's a simple goal that I can measure, right? Это простое, да? Выпил ли я 100 чашек кофе с этими людьми? Plus I get to drink great coffee. И, конечно же, могу выпить хорошую чашку кофе. No, but seriously, I want to meet 100 new people every year over Я time. хочу убедиться, что я встречаюсь с новыми, 100 новыми людьми каждый год. Right? Going back to personal and professional growth. Персональные, личные цели, какие-то, может, профессиональные цели. I want to read a certain number of books every К month. примеру, я ставлю перед собой задачу столько-то книг каждый месяц читать. Or you might say, you know what, with my team, I want to read at least 2 books together this year. Может быть, Talk вы about своей it. командой говорите, мы хотим прочитать вот эти 2 книги в этом году вместе. Or after this conference, you might say, I want to take this book and take 10 people through it before the year ends. Либо, может быть, я беру вот этот материал и хочу обучить мою команду этому материалу до конца года. Just take a look at your future, Посмотрите на будущее вашей команды, set some goals, поставьте перед собой какие-то задачи, цели and measure them. и старайтесь их измерять. Okay? All right, number 8. Хорошо? Yep, good. Number 8, convince your team Восьмое. that they are the best. Убедите свою команду в том, что они лучшие. And then I wrote out to the side, but don't fabricate. Не нужно просто искусственно что-то делать, да, берегитесь обмана. Have you ever met the leader that obviously someone is underperforming? Я встречал людей, которые они не дотягивают в своем уровне значит, работы. And then they go to the person and say, oh, you did a great job. И That когда was человек, amazing. он не дотягивает, кто-то приходит и говорит ему, молодец, ты классно сделал свою работу. And everybody else in the room is saying, did все we остальные just listen to смотрят и the говорят, same person? Точно, об этом же, ты имеешь в виду именно этого человека или, может быть, о ком-то другом говоришь? This goes back to number 3, we need to communicate honestly. Поэтому, когда вы общаетесь с человеком, говорите ему честно и часто. So, Говорите правду. the way I interpret this is we need to convince that you're the best team that you can be today, Сегодня убедите команду в том, что они являются самыми лучшими на этом уровне. but the team we are today is not going to be able to accomplish Но what наша we're команда, going если to do останется next такой, week. какой она есть сейчас, не сможет дотянуться и делать будущие Right? задачи или So I'm дела. telling the truth. You're the best that you can be right now, Ты самый лучший в том, что ты делаешь сегодня и сейчас. but you have not reached your destination in Но мы leadership. еще не достигли той цели. So I'm going to commit to Того add уровня. value to your life. Поэтому я готов помочь тебе прибавлять ценности So a тебе. week from now, I can convince you now you're the best team for this Чтобы day. после одной недели я смогу убедить тебя в том, что ты самый лучший для этой недели. But oh, by the way, that's not the team we need for next month. Но это не говорит о том, что на следующий месяц ты можешь остаться таким же. Нам нужно улучшаться. So all this is saying is telling our people, I believe in you. Я говорю людям, я верю в тебя. I want to do life with you. Я хочу, чтобы мы общались и I want встречались. you to be convinced that I, as a leader, am all Я in хочу, for чтобы ты you. знал, что я за тебя горой. And so we convince one another И мы убеждаем друг друга в этом, that we're going to keep on keeping on что мы будем продолжать двигаться вперед, so that we can face tomorrow's issues. чтобы завтра мы смогли справляться с завтрашними All right, number 9. задачами. 9. Never make excuses
if setbacks occur. Никогда не оправдывайтесь, если случается неудача. Some of the greatest lessons we can learn about being dependable Один урок, который помогает всегда лидеру научиться is how надежности, we handle setbacks. это когда мы, к примеру, имеем неудачу, как мы на нее реагируем. Tim was talking earlier about the importance of character. К примеру, брат Тим говорил, насколько важно иметь характер, здоровый характер. The best indicator of someone's character Знаете, какое качество или черта хорошего характера? is what you see or who you see when they encounter crisis. Как человек реагирует тогда, когда он проходит через кризис, неудачу? That's the true indicator of what is deep down inside of you. Это истинный индикатор того, кем является человек внутри себя. Anyone can fake it, publicly for a certain amount of time. Люди могут просто притворяться на какое-то время, на какой-то период времени. But when life really shakes us, Но когда жизнь начинает трясти этого лидера, what comes out of a person что выходит из лидера, is really the true indication. of это their и character. есть истинным индикатором того, что внутри этого человека. I like to say it this way. Могу сказать еще по-другому это. If you had a glass of water, Если у вас есть бутылочка воды, it looks amazing right now. сейчас выглядит очень But хорошо. when life bumps into it, А когда ударяет жизнь, в эту бутылочку, what spills out? что оттуда вылетает? Right? And so these seasons of challenge are good seasons. We don't make excuses for where we fall short. Если мы в чем-то не преуспели, мы не начинаем оправдываться. No, we're convinced that we're for each other. Но потому что мы будем поддерживать друг друга, мы горой друг за друга. So we're going to learn from that mistake so that we can become more dependable when we face that again. Мы выучиваем уроки наших ошибок и в следующий раз будем знать, как правильно отреагировать. And in fact, that prepares us to be more dependable when we face that Это again. намного лучше помогает нам, когда мы выучиваем уроки наших ошибок, Which prepares us to face bigger issues. оно in the помогает future. нам справиться с более большими задачами или проблемами. That's who God is, and that's how He Это works. наш Бог, Он помогает нам учиться. All right, number 10, we admit failures and find solutions. Следующее 10-е признавание удачи и находите решения. That's what it means to become more dependable. Вот что означает быть человеком, на которого можно понадеяться. Remember, as we talked about yesterday, we never quit. Лидеры Never give никогда не сдаются. We do not lose the battle. Лидеры We никогда keep fighting. Лидеры не сдаются посреди битвы. So we find solutions. Поэтому мы ищем решение нашим трудностям, проблемам. Now, let me free you from something here. Хотел бы немножко так освободить давление. And that's Освободить давление. believing that you as the leader always need to be the one that finds the solution. Именно давление, что лидер всегда должен иметь решение на все вопросы. Now, quite often you will be the one that has the Да, solution for your люди team. будут ждать от вас, чтобы вы почаще приносили какие-то решения проблемам. But the better leadership principle is to lead your team to find that Но solution лучше, когда вы together. вместе с командой находите решение тем или иным ситуациям. In other words, you don't have to fix everything for your team. Это не означает, что ты как лидер должен решать все проблемы вашей команды. You need to lead them to work together Но to руководите find командой так, the чтобы best вы solution. вместе находили самый лучший подход к той ситуации. Let me show Решению. you how I do this Вот как practically. я сам также делаю в своей So when we команде. have a problem that we've encountered with our team, Например, у нас есть проблема в команде. and we've called a meeting to talk about that issue, Мы собираем команду, чтобы найти решение той ситуации. here's what I do as a leader. Вот что я делаю как лидер. Before I walk into that room, I Перед тем, decide как what я I think захожу, the best solution is. Перед тем, как я захожу в ту комнату, you decide. I decide. Да, я решаю, какой будет правильный подход к решению этой проблемы. But that's based on one person's thinking, Но это определено одним мышлением одного человека. and often after the meeting, when we leave the room, После того, как у меня произошла эта встреча, мы все выходим оттуда, we're still doing my idea for the мы solution. все равно где-то подходим к тому же, к моему решению. But the reality is, as a leader, I must humble myself Но реальность вот в чем. Лучший вариант, это когда я смиряю себя and talk about the possible solution with our team, и стараюсь дать
дайте людям возможность прийти с решением, возможным решением этой проблемы. Knowing that God may have spoken to someone on our team that has a better solution. Почему? Потому что, возможно, Бог проговорил кому-то в нашей команде и дал ему лучшее решение этой ситуации. If that happens, I will set my predetermined Если это solution происходит, aside. тогда я что делаю? Мое решение, которое я принял до встречи, я от него отказываюсь. And we'll walk out with what is obviously the better И мы solution. согласимся с лучшим выходом из этого положения. So, we simply admit the failure, we come together and we seek out the best Мы possible признаем solution. неудачу, мы встречаемся вместе и внутри команды стараемся найти решение этой проблемы. Okay. Lunchtime? Not yet. Okay, good, we'll keep going. All right. So, there's a question here that you can think about as you evaluate your teams based on these 10 principles. Да, вот один вопрос для вас на основании этих 10 советов. Which of these 10 steps do you need to focus on to better develop cohesion on your team? Для того, чтобы было в команде больше вот этого единства, и чтобы они смогли сработаться, на какой практический шаг вам и вашей команде следует обратить больше всего внимания. Yeah, good exercise to work through. Хорошо? Хорошее упражнение. Если можно будет быстренько, просмотрите еще раз 10 вот этих советов, если можно попросить вас, и подчеркните один из этих советов. На что вам нужно сейчас больше всего сфокусироваться в вашей команде? К примеру, больше передавать видение, либо почаще молиться друг за друга, либо общаться часто и честно, праздновать результаты. Какой из этих 10 вы считаете больше всего подходит сейчас для вашей команды? На что нужно сконцентрировать свое внимание? Подчеркните, прошу вас, одну. Спасибо. Окей, минутку, если можно. Сейчас будет вопрос. Хорошо, если вы подчеркнули, молодцы. Вопрос? Да, у меня вопрос вот 9. Никогда не оправдывайтесь, если случается неудача. То есть, если мы не объясняем, не оправдываемся, то мы даем повод, то есть, к сплетням, то есть, повод для этого, чтобы люди разговаривали. И это негативно будет обязательно влиять на церковь. Explain sometimes, people start gossiping about this situation, so it offers, pushes people into some of these behaviors. I'm not sure if that's exactly what this means in the 9th point, but Yeah. But it might cause you to then try to make an excuse. yes. Yeah. So when a setback occurs, we just need to practice honesty about the situation. Когда происходит какая-то неудача, то хорошо было бы честно перед людьми объяснить, что произошло. And if there is gossip that starts rising И up, если мы видим, что начинают люди сплетничать, we don't need to make excuses to try to sidestep the gossip. нам не нужно оправдываться для того, чтобы только успокоить сплетни. We need to approach that gossip head on. Нам нужно просто пойти на конфронтацию в вопросе этих сплетней. If there were mistakes that were made, we just need to confess them Если and были own up to какие-то them. ошибки с нашей стороны, нам нужно признаться и попросить прощения. And so we're clearing the water of any misinformation that people might be trying to stir И мы up. стараемся просто очистить воду, чтобы не было, люди, которые стараются взбурлить эту воду, чтобы оно у них не получилось. A great example of this. Поэтому хороший пример в этом So вопросе. when we sold our building and moved into the new building, Видите, когда мы продали наше старое здание и перешли в новое здание, the gentleman that was my financial executive pastor at the time, помните, я вам сказал, что человек, пастырь, который отвечал за финансы и здание, he overspent our renovation он process. перестарался и перетратил немного больше, чем $1 And миллион. remember, we were out of debt and we went back into Мы debt. вышли $1 из million. долгов и зашли в новые долги. You could imagine there was some gossip. И вы знаете, конечно же, когда люди слышат о том, что опять мы в долгах, люди начинают что делать?
сплетничать. You can imagine people were questioning my leadership. Люди ставили под сомнение мое руководство. So what I did is I called an all-church meeting. И я что сделал со своей стороны? Я попросил всех членов церкви собраться. I usually don't remember dates, Я не очень-то помню даты, but that date was January 16th, 2019, or January 6th, 2019. да, 2019 год, 6 января, это было членское собрание. It was a big meeting. Это было очень большое такое, да, So большая встреча. we prepared a PowerPoint У presentation, нас были PowerPoint, and we said, this is what happened, вот что случилось, this is how and where we overspent, вот где мы перетратили, как оно произошло. and then we just simply said, Мы просто сказали вот что. we messed up, Простите, мы this ошиблись, is where we are, мы провалили дело, вот где мы находимся сейчас. are you still on the bus with us, or do you need to get off the bus? И мы сказали, дорогие друзья, если вы не согласны, если вы не можете нас простить, то, может быть, тогда вы найдете себе другую And цель. you know what? There were a few, not many, that got off the bus. И были пару людей, которые сказали, вы знаете, что я не могу оставаться здесь дальше. Right? They had their reasons. Была причина для них сказать, что они уходят. But the ones that stayed on the bus, which were the Но люди majority, другие же захотели остаться дальше. they, from a spiritually appraised position, Они из такого правильного отношения духовно к этой ситуации. they said, yeah, we messed up, but we know what the vision is. Да, мы знаем, мы ошиблись в том, как мы решили этот вопрос, но есть более великое видение, мы к этому стремимся. So I believe just don't try to just brush it under the rug, Мы deal не with it. стараемся это просто да, где-то скрыть, но мы открыто говорим людям. Sometimes you can do that privately just by going to the person. Иногда бывает, что это личный вопрос, когда я иду лично к человеку, But this was a big enough problem, we need to do it publicly. но это была чересчур большая публичная проблема, да, на людях, все знали о ней. Yeah. И нужно было сделать это при всех. Any other questions? Еще вопросы? Окей? Let's finish before. Do you Yeah. want to finish now, or you? Yeah, wanna- we can, what time is lunch? I think it's about time. Okay. Yeah, that's a good place to stop. Хорошо, я думаю, сейчас вот сделаем то, как брат нас наставил, остановиться на обед. Хорошо. Мне кажется, обед уже подъезжает.